Здравствуйте, друзья! Канал Masters of Body вас приветствует. И мы продолжаем наш цикл обзоров фитнес-клубов нашего любимого города Днепра. В прошлый раз мы показали фитнес-клуб Orange. И сегодня мы пришли в очень замечательный клуб нашего города, один из лучших, который называется Fit House. Это сеть клубов. Есть один клуб, в центре есть еще один, второй клуб. В этом клубе также работают наши товарищи. В Оранже был Андрей Шарапов, главный участник и работник. А в этом клубе работает наш неизменный оператор, монтажер, в общем, волшебный пендель нашего канала Дмитрий. И наша подруга Юлия, с которой мы также давно сотрудничаем. Гостья недавнего нашего выпуска. Она также работает в этом клубе. И поэтому мы сегодня завітали до них у гости, как то кажуть. Здравствуйте! Welcome. Как видите, у нас тут все красиво. Сегодня на улице зима, предновогоднее настроение. Вот такая тут чудесная рецепция. Вот такие тут чудесные девушки встречают клиентов у входа. Выдают им, Юль, что вы даете? Ключики, замочки, какие у вас тут приколы, примочки? Расскажи, поделись. Значит, когда к нам приходит клиент, мы минимизируем с ним коммуникацию, чтобы не занимать время, и сразу наступил тренировочный процесс. Поэтому человек, который приходит, он пользуется системой Face ID, когда считывает вначале при покупке абонемента, мы считываем его лицо, фиксируем роботом, и когда человек заходит, он говорит «здравствуйте», и сразу может пройти в зал. У нас есть ключики. Уточню, друзья, то есть карточек пластиковых никаких нет, просто ваше лицо — это и есть ваш пропуск в мир спорта и красоты. Классно, едем дальше. Когда мы будем подниматься в зал, вы сами убедитесь в том, что чужих людей не пропускает эта система. Мы проходим самостоятельно, только если идентифицировали личность до этого. Есть специализированные сейфы, где можно хранить свои вещи, поэтому мы конфиденциальны, максимально обеспечиваем безопасность клиентов и внутреннее наполнение клубов. Посмотрите, я думаю, тоже вам понравится. Ну что, для начала неплохо. И давайте посмотрим входную группу. Сейчас Дмитрий вам покажет. Здесь, как видите, есть небольшое кафе. Опять же, минимизирован человеческий фактор. Есть вот такой вот вдалеке аппарат. Сейчас мы к нему подойдем, который может вам выдать, посмотрим, что. Протеин, гейнер, аминокислот, L-карнитин. В общем, все по вашему желанию. То есть вам не нужно просить бармена. Рассчитывайтесь, расплачивайтесь и покупайте то, что вам надо. Также есть кофейный аппарат. В общем, минимум контактов, максимум вашего желания. Значит, клуб находится у нас на жилмассиве Победа. Да, Юль, какой адрес у нас точный? Набережная Победы, 25. 25, да. Здесь очень хорошая, удобная транспортная развязка и очень огромная большая парковка. То есть, в принципе, добираться сюда, по набережной Победы, всем очень удобно. Ну, особенно сюда, конечно же, любят ездить жители этого большого массива. Тут и сколько у нас? 1, 2, 3, 6 побед жилмассивов. Поэтому для большинства людей это удобно. Но на парковку может ехать только член клуба, имея определенную карту. Просто так машина не может заехать на парковку. У нас на парковку. Да. Просто так не член клуба на парковку заехать не может. Система безопасности охраняет это шлагбаумом. И если вы можете пользоваться услугами клуба, то тогда вы можете приехать и оставить здесь машину настолько, насколько нужно для того, чтобы тренироваться, посетить спа, бассейн и провести время в клубе. Так, об этом дальше. Это касаемо безопасности. Еще один момент интересный в клубе, насколько я уже успел узнать, просто так и прийти, кстати, да, дальше о вопросах об абонементах, купить разовое посещение, а такое здесь есть, просто так человек с улицы не может. То есть у него должна быть рекомендация от человека, который тренируется, либо работает в этом клубе. То есть коллектив клуба заботится в первую очередь о безопасности постоянных клиентов. То есть, как называется, извините, по-простому скажу, проходняка здесь нет. И гастролеры, которые могут прийти, купить разовое посещение и почистить шкафчики, этот фактор здесь минимизирован, учитывая систему безопасности, охраняемую парковку, залы с видеокамерами. Поэтому безопасность здесь на высшем уровне. Итак, формат клуба. Что же входит в этот замечательный фитнес-центр? Конечно же, это наш любимый тренажерный зал, который мы посмотрим. Но это, ядро, это еще не все. Есть залы групповых занятий, правильно? Да. Правильно. Есть, естественно, удобные раздевалки и душевые. Это само собой есть. Мы вам их покажем. Также выход из раздевалки идет куда? В бассейн.
это сердце, это фишка этого клуба. То есть в таком огромном жилмассиве очень-очень крутой, свежий, новый бассейн. Это тоже вам покажем. В итоге, кому подходит этот клуб? Этот клуб подойдет всем любителям комплексного фитнеса. То есть не просто качалка, какими мы являемся мы представителями, а тем, кто любит покачаться, порастягиваться, поплавать, попариться. Какие тут еще есть примочки? Соляная комната. Вот, для релакса. Оздоровиться. Оздоровиться, да, сделать массажные процедуры тоже наверняка. То есть любителям комплексного подхода к своему телу, это, конечно же, всем все подойдет. И теперь возникает логичный вопрос, сколько все это удовольствие стоит. Давай начнем от минимальной и до потолка. Первое, чтобы прийти в клуб, член клуба по рекомендации может пригласить друга, и тогда может зайти на территорию клуба с помощью 800 гривен. Это разовое посещение. Разовое посещение только другу члена клуба. То есть в него входят все услуги. Все услуги. Попариться, покачаться, что еще там? Групповые тренировки. да, Все это стоит бассейн. 800 гривен. Грубо говоря, на целый день можно Да. попасть в клуб. Ясно. Человек, который приобретает абонемент на набережной, он может пользоваться услугами клуба в центре. Это тоже большое преимущество для людей, которые работают в центре. Они могут прийти, воспользоваться там бесплатной парковкой 2 часа, позаниматься там, если прийти сюда. Сейчас, друзья, когда мы дойдем до максимальной цены, мы объясним, почему это преимущество и чем хорош второй клуб, который, так сказать, также дополняет всю эту сеть. А это не один клуб, это все-таки сеть клубов. Так, поехали дальше. В центре абонемент стоит 1600 на сегодняшний день. Это акционная цена для того, чтобы люди могли воспользоваться и познакомиться с клубом. Здесь на сегодняшний день месячный абонемент стоит 5500, годовой абонемент стоит 40 тысяч. Так, в центре 1600 на месяц, но там, конечно же, нет бассейна и нет парилки. Да. Но там есть групповые, такой же большой тренажерный зал с тем же самым оборудованием. В принципе, цена для города, для центра города вполне демократическая. И поэтому много людей, которым бассейн не то что не нужен, им просто физически не успевают пользоваться или париться много не успевают, но хотят получить тот же сервис, тот же уровень того же тренажерного зала и обслуживания, могут посетить в центре. Клубы эти оба находятся не так далеко друг от друга, поэтому они взаимозаменяемы. 100%. И есть преимущество, если вы член клуба в центре, называется Кудашевский, то сюда прийти можно за 500 гривен. Клиенты клуба в центре могут пользоваться и бассейном, и спа в том числе. То есть, друзья, если вы тренируетесь на постоянной основе в Кудашевском, Да. как это у нас называется, офисный центр, Да, да, бизнес-центр Кудашевский, то есть, в принципе, раз в месяц попариться и поплавать, вы можете прийти за относительно небольшие деньги, потому что 500 гривен за пользование бассейном, чистой, хорошей, большой сауной, это небольшие деньги, и раз-два доплатить, в принципе, это все равно получается даже дешевле, чем покупать, здесь одномесячный абонемент, кому как выгодно. То есть, вариации есть. На разный кошелек. Это хорошо, это плюс, который мы поставим в табличку плюсов этой замечательной фитнес-сети. И все клиенты всех двух клубов – это большая семья, поэтому мы соблюдаем хорошую атмосферу между клиентами, между тренерами и стараемся вовремя обновлять расписание, интересные направления в фитнесе и обновлять состав тренировочного процесса в целом. Класс. Основные организационные вопросы мы узнали, и теперь переходим к самому интересному и пойдем непосредственно разглядывать этот замечательный клуб. Обличчя не зареєстроване. Чужих ми не пускаємо, лише свої. Оп, аккуратно. И... погоди. Друзья, начнем, конечно же, с раздевалок. Юля, ты с нами? Боишься. Юля не хочет. Итак, смотрим. Друзья, раздевалка очень-очень большая. Что первое, на что хочется обратить внимание, очень свежий воздух. Кстати, я до этого не замечал, но вот сейчас зашел, люди только вышли, и нет здесь ощущения, что здесь пар какой-то стоит с душевой, нет ощущения грязи. Здесь очень свежий воздух. Это очень-очень большой плюс. Идем дальше. Так, обратите внимание на шкафчики. В принципе, шкафчики большие, классные. 40 на 1,80 м, стандартный. В принципе, их большинству людей хватает. Шкафчиков, как видите, много. Что еще мне нравится особенно, это наличие этих пуфиков. Когда в других клубах, если обратите внимание, есть скамейки, которые придвинуты непосредственно к шкафам, это неудобно. Согласитесь, вот у вас скамья.
вы садитесь, и вам надо развернуться в собственный шкафчик. Но это крайне неудобно. Что вы начинаете делать? Отодвигаться к соседнему шкафчику, рыться в своем шкафу. Это неудобно. Есть такой подвижный пуфик, вы его двигаете туда, куда надо. Он никому не мешает, он мягенький, он удобненький. Мелочь, но приятно, за это плюс, за это зачет. Едем дальше. Огромная стенка, зеркала, санузел. Покажем, если он открыт. Ух ты, тут прям санузел так санузел. В комментариях не нуждаются, все отлично, вопросов нет. Все очень, кстати, также свежо, никаких посторонних запахов. Вот за это клубу огромный респект. И пройдем, весы. Кто-то на них взвешивался, фены. Очень много кучерявых пацанов здесь, походу, тренируется. Количество фенов просто больше, чем в женской раздевалке. Зашкаливает. И так, никого? Никого. Самое интересное. Душевая. И вот оно, апогей. Что я вам говорил, ребята? Вот душевая классная, ремонт супер, плитка классная. Но вот это вот, бабам, шторка. Да простят меня хозяева этого клуба, но это просто жесть, конечно. В принципе, они здесь вообще не нужны, никто ни на кого не смотрит, как говорится. Не знаю, зачем их повесили, зачем здесь нужна эта плесень и все остальное, но такая особенность, честно, будем объективны, зачастую это в минус. Шторки, возможно, их со временем поменяют на какие-то более эстетичные дверцы. Ну, может, кому-то нравится, возможно, это мое субъективное мнение, не судите строго. Но минусы должны быть. Должны мы к чему-то придраться. Вот у нас получается. Идем дальше. И теперь из душевой чистый помытый человек заходит. Бабам! Офигительный бассейн. Проходим. Друзья, как видите, басик просто на уровне. Это, конечно, топчик. Димчик, покажи водичку. Здесь, конечно, красота. Здесь тепло. Очень уютно климат, огромная куча всяких примочек, ласты, какие-то мягкие поролоновые штучки. Явно здесь проводятся групповые занятия по плаванию. Это классно. Раз, два, три, четыре, 5 дорожек. Димчик, 25 метров бассейн? По-моему, да. 25 метров. Хороший бассейн, ну, не дать не взять. Юль, 25 метров бассейн? 25, не олимпийский, но вполне себе достойный. Итак, бассейн мы посмотрели, и сразу же, естественно, сюда мы приходим в зону спа, которая соединяется с бассейном. Дальше, Юля, тебе слово. Это соляная комната, она оборудована специальным зонированием, то есть здесь это территория оздоровления вашего тела, организма. Пахнет Здесь смачно. Спа, да, с феном. Комфортная температура воздуха. Здесь можно поспать? И можно поспать после бани. Класс. И после бассейна можно поспать, отдохнуть? Да. И сюда не нужен специальный пропуск? Сюда не нужен То есть, специальный я тебя пропуск. правильно понял, я могу поплавать, прийти сюда в халате или в полотенце, или полежать здесь отдохнуть? Да, именно. Класс. Дальше мы проходим, у нас турецкий хамам. Вау, я люблю хамам. Да. С точки зрения оздоровления это... Друзья, поясню, кто не очень разбирается, чем хамам отличается, допустим, от другой вида бани. Температура немного ниже, чем, допустим, в русской 49. или финской, да, но влажность гораздо больше. Допустим, мне это комфортно, кому-то нет, ну, кто-то любит финскую, более сухую, кто-то русскую, более горячую. И сейчас вообще русская не в тренде, поэтому хамам то, что надо. Камушки теплые, подогревают ваши суставы. Так, Дальше а дальше мы что идем. у нас? Здесь находится купель. В нее нужно прыгать после бани, но перед этим обязательно ополоснувшись в душе. Так, душ есть, да. Смена температуры из Это холодная горячей- вода? Это холодная вода. Ага, это вместо бассейна, вот, который прыгают после бани, да? Да. Это контраст, который позволяет стать еще более здоровее. Высокая температура в бане, холодная в купели. И организм получает достаточно кровообращения, улучшается лимфатическая система. И укрепляются сосуды, класс. Да. Так, едем дальше. Лазня. Это Ну, финская.
Здесь высокая температура, 70 Низкая градусов. влажность. Туда сейчас мы не сможем зайти. Да, Очень не горячо. стоит. Мы верим на слово. Кстати, друзья, на секундочку, обратите внимание, баня очень огромная. Вам здесь не придется, извините, тулиться попами друг к другу. Вот на что я только сейчас это увидел. Очень большая баня, это очень-очень-очень круто. Тесные бани, это, конечно, специфически. Мое любимое место, массажный кабинет. О. У нас профессиональные массажисты, врачи. И здесь комфортно сделать спортивный массаж, антицеллюлитный. Уютненько. Да. Сейчас уже происходит уборка. Да, Здесь друзья. можно попить чай, аппараты, спортивное питание. Ну, Время друзья, провести в спа можно хорошо. справедливо отметим, некоторые люди любят пообщаться, например, с барменом или с официантом. Некоторые любят минимизировать человеческие контакты. Здесь пошли именно по такому пути, ну, как говорится, каждому свое. То есть вы можете независимо от настроения бармена взять свой любимый напиток, посидеть, отдохнуть, попариться, позагорать, хотел сказать. Ну, в принципе, подышать солью. В общем, вот такая здесь концепция, а тут уже, как говорится, судите сами, кому хорошо, кому плохо. Ну что, друзья, давайте подведем небольшой итог о всем увиденном, что мы увидели именно в зоне бассейна. Чистота на уровне, все класс, все чисто. Так как я уже сказал, в раздевалках никаких посторонних запахов. Клининговые сотрудники, как можете тоже видеть, Кимчик, покажи, уже убирают, драят все. С утра здесь все будет чисто. В общем и целом, чисто, красиво, виды услуг разнообразные. Конечно же, всем не угодишь, но, как видите, перечень достаточно большой. И банных услуг, и водяных, и разных. И теперь самое время, як то кажуть, завітати в самую любимую часть нашего проекта, это в тренажерный зал. Оценим оборудование, посмотрим на линейку, поюзаем каждый тренажер, поспрашиваем у завсегдатая этого клуба, у Дмитрия, что ему здесь нравится, что не нравится по сравнению с другими клубами, в которых мы работали, и подведем итоги. Таки да, друзья, здесь очень-таки прилично, как говорят у нас в Днепре. Ну что, вот мы и добрались до самой любимой зоны любого фитнес-клуба до моей. Это тренажерный зал. Начнем, так как у нас она рядышком, с кардио-зоны. Обзорчик. Посмотрим. Итак, что мы имеем на кардио? Это Life Fitness, это премиум бренд. Видите, покрашено, то есть брендировано под расцветку клуба. То есть заказывалось где-то на заказ, это уже о чем-то говорит. То есть не просто куплено с Алиэкспресса или еще где-то по случаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 дорожек. И там еще. И там, ух ты! Здесь мы еще имеем десяток дорожек, орбитреки, грибные тренажеры, еще орбитреки, еще велосипед. Бомба. И такой замечательный вид на бассейн. В общем, пока мама плавает, папа может наблюдать, бегая на дорожке. Отличная семейная тема. Ну что, друзья, я только что попробовал все эти тренажеры и сейчас поделюсь с вами своим мнением. Так, фирма у нас представлена Gym 80, линейка, если не ошибаюсь, Signum. Что про них можно сказать? По поводу грузоблоков. Здесь идет ленточная передача. В отличие от тросовой, она, конечно, считается более мягкой, более удобной. То есть я их поюзал, попробовал. В принципе, заслуживают
достойного места. С виду, конечно, ну, дизайн у всех тренажеров он специфический. Кому-то нравится техножим, кому-то нравится грубый наш там давнишний Васил там, или Интератлетика. То есть они имеют свое место быть. Механизмы хорошие, подшипники классные. Ход, в принципе, мягенький. Качество металла не знаю, зал молодой, это время покажет. Качество краски, ну, на некоторых, конечно, грузовых стеках видно немножко облезло. То ли это люди очень усиленно вставляют этот шток, то ли, ну, немножечко, возможно, оставляют желать лучшего. Премиумом, наверное, мы это не отнесем. Ну, скорее всего, это формат либо оптимум, либо бизнес оборудования. Но те вот все образцы, которые я попробовал, они, в принципе, заслуживают места быть. Теперь, что касается свободных весов. Также интересные амплитуды, интересные как бы, ну, техники, настройки есть. Во многих тренажерах есть система легкого старта. Материалы достойные, что рукоятки, что обивка. Дальше, что еще хочется обратить. Амплитуды интересные, вот, на вертикальной тяге, как я уже сказал, ну, в принципе, и на жимовых тренажерах. Хорошие, интересные тренажеры по поводу разнообразия. Конечно же, я как любитель качалки кое-чего бы добавил. Не будем сейчас говорить, потому что, ну, как бы все мы на любителя, все это на любителя. Еще раз обращу внимание, это фитнес-центр. И люди сюда приходят не только именно ради качалки, а для комплексного подхода. То есть они плавают и занимаются групповыми занятиями. Мы еще сходим в студию фитнеса и сайклом, поэтому, возможно, не все обращают на это внимание. Ну, лично я бы, конечно, кое-что добавил. Дальше. Так как зал является монобрендовым, теперь коснемся, ну, скажем так, не то что минусов, особенностей, которые можно было бы улучшить, посоветовать. Все клубы, которые оборудованы одним брендом, у них есть одна особенность. С одной стороны, вроде бы как красиво, но всегда в эту линейку попадает несколько станков, ну, скажем так, не очень хороших, не очень удачных, не очень технологичных. В отличие от монобрендовых, мультибрендовые залы, они всегда выбирают более интересные образцы оборудования, пусть там представлены 2-3 фирмы, но они как бы лучше, и в плане именно качалки это, конечно же, удобней для большинства продвинутых пользователей. Ну, некоторым все равно, тут, как говорится, уже дело такое на любителя. Поэтому, как я уже сказал, из минуса есть образцы, которые я бы, конечно, сдал на металлолом, но в общем и целом зал рабочий, как я уже сказал, качество оборудования, ну, пока достойное, пока оно еще молодое. Посмотрим лет через 5, если в Оранже мы были клубу 11 лет, здесь всего клуб открылся еще и неудачный период перед ковидом, поэтому оно еще не замученное, новенькое. Так, еще по поводу плюшек. Обратите внимание, также здесь есть куча разных примочек, рукояток, рычагов, цепей, в общем, манжетов, чего угодно. В принципе, в больших фитнес-центрах это не всегда встретишь, там в углу еще валяется тоже куча примочек. По большому счету, как бы интересы людей учтены. Можно работать, есть пояса, есть манжеты, кроссоверы, продублированные машины Смита. Ну, в общем, свои плюсы. Теперь по поводу чистоты. Да, сразу кидается в глаза, в зале действительно реально очень чисто. Это при том, что мы зашли сюда под конец рабочего дня, и здесь еще уборщицы не убирали. Ну, значит, в течение дня поддерживается хороший порядок, чистота, все нормально. Покрытие напольное классное, хороший фитнес-линолеум. Видно, что новенький. Вот хотелось обратить внимание на резиновое покрытие в зоне свободных весов. Очень часто в зале можно увидеть такую маленькую квадратную плиточку, которая мне ужасно не нравится. Там много швов, в которые забивается пыль, ее потом пытаются пропылесосить, и надо делать это при клиентах, ужасный шум, звук. Здесь крепление этих больших резиновых плиток по типу ласточкин хвост. Поэтому швов мало, пыли и грязи забивается мало, звукопоглощение хорошее. Если сюда роняют блины, снаряды, грифы, то все происходит нормально. Поэтому никакого дискомфорта, то есть работать удобно, и это не выглядит, ну, не знаю, как-то вот кустарно. То есть четко идет зонирование. Грузоблочные тренажеры, свободные веса. Еще, смотрите, там в уголке есть такая фишка, то есть есть санитайзеры. Можно продезинфицировать руки, есть бумажные полотенца, не приходится ничего выдумывать. То есть полотенца обычные можно взять, там, да, повытираться, а здесь вот дезинфекция, то есть все, в принципе, чистота, стерильность на уровне, это тоже хорошо, это плюсик. Итак, самый главный теперь у нас вопрос,
так как мы с Димой проработали много лет и во Флексе, и в других залах прочих, и теперь мы работаем в разных залах, вот, Димончик, расскажи мне вот конкретно, ты проработал уже сколько, год почти в этом зале, вот расскажи свои фишки, почти плюшки. 2 уже. 2, ничего себе, время летит. Что тебе именно, вот, в отличие от того, что мы с тобой как бы все вместе знали, вот что тебе здесь нравится конкретно? Перетяжная тяга. А что с ней интересного, в отличие от тех, что мы с тобой уже перепробовали за долгие Углы, годы? которые устраивают, которые вот есть ты на ней комфортные хорошо для чувствуешь спину? выполнения. Да. В любом положении. Это все максимально выдвигается, к примеру. Так, Вот есть тут- упоры для ног. Да, и тот Смотрим угол. на Димы сейчас спину, тренер. И теперь смотрим на лопаточки. Вот оно все здесь работает хорошо. Разнообразие, да, вариативность с рукоятками есть хорошая. Следующая рукоятка. Вот раз и совсем другой угол, который хорошо воздействует на Сместили спину. акцент немножко наверх. Подключился у нас низ трапециевидных. Если да, в еще принципе. локти поднять, О, пошла задняя дельта в работу. Ну да, интересный аппарат. этот вариант. Ну, больше всего нравится, конечно, как бы стандарт. Вот он загружает, и ромбовидно хорошо чувствуется, и спина. Все работает отлично. Мое звук, самое который любимое услышал. место это вот там. Это как это самое любимое место многих спортсменов, которые позанимались, затем хотят получить какой-нибудь отдых. Ну, люди любят смотреть на воду, на огонь, на то, как другие работают. Здесь Да, как и- раз два в одном. И вода, и другие плавают, работают. И хорошо отдыхать в солевой комнате. Да, у нас в тех залах такого не Засыпаешь было. и спокойненько себе отдыхаешь. Если бы я работал в этом клубе, это, наверное, была моя любимая нычка для послеобеднего сна. Ну, ты там можешь быть не один просто. Да ничего. Много таких спортсменов, которые любят там отдыхать, поэтому иногда это место занято. Ну, популярная, да, классная нычка. Ну, в общем и целом, вот твои впечатления. Мы с тобой перед этим в Мегароне поработали. Вот что лучше, что хуже, вот как тебе по работе конкретно? Ну, тренажер это понятно, как новая машинка, как новая игрушка, а Мне вообще по как-то по атмосфере. работе все-таки более привычные василовские, да, поэтому я с них как бы начинал, где-то недоработанные, ну, там по эргономике как-то было все вроде как Понятнее понятно. тебе, да? да? Мгм. Да. Здесь на тренажерах надо немножко приспосабливаться. Где-то выше, где-то ниже, другими словами, надо регулировать. Тот, кто соображает, тому будет легко. Кто не понимает, Те будут обращаться вопросы. должны к тренеру. Совершенно верно. Для этого есть инструктор. Если вы даже самостоятельно тренируетесь, он поможет вам с настройкой тренажеров. Один раз показал, дальше в принципе просто. Я сегодня попробовал, подтверждаю. Раз-два поюзал и все. Не ломайте себя и оборудование. Настраивать надо обязательно, в противном случае его можно недопонять. Это травма, это может травма Как это быть. все работает и все остальное. Вывернуть себе плечо или еще что-то, ну это однозначно, это очень важный момент. Еще, друзья, очень классный элемент, который мне очень нравится, это зона отдыха, в которой люди могут не просто прийти в зал и потренироваться, а пообщаться, завести новые знакомства и где-то посидеть. В других залах очень часто это происходит на тренажерах. В чем плохо? Ну, кто-то хочет тренироваться, кто-то сидит, извините, зависает в телефоне, занимает тренажер. И то надо, и то надо. Общение – это часть как бы клубной жизни, ради которой многие как бы сюда и ходят, не только за бицепсами и трицепсами. И вот такой как бы нехитрый элемент, 2 квадратных метра, пару пуфиков. Здесь можно воды поставить, попить с кем-то, вот, познакомиться, найти свою там, не знаю, вторую половину или просто друга, или завести деловые знакомства. Это очень важно. Вот казалось бы, да, это очень продумано, это молодцы, и это является огромным плюсом, на мой счет, на мой взгляд. Поэтому классно, классно, что она есть. И теперь мы, так сказать, прошли все, посмотрели, подведем небольшие итоги по тренажерному залу. Оборудование, кардио, классное, премиум, количество достаточное, все хорошо, все работает. Life Fitness, мы уже знакомы с этим оборудованием и по клубу Orange, то есть там оно простояло 11 лет и до сих пор хорошо работает. Уверен, это проработает не меньше. Дальше, функционал зала, в принципе, достаточно на высоком уровне. Тренажеры, ход механизмов нормальный, ленточная передача, скрипов, шумов, люфтов нет, это хорошо. Так, зона зонирования зала, зона кардио, зона грузоблочных тренажеров и хорошо отделена зона свободных весов со специальным покрытием, тоже все нормально, все на уровне.
Как я уже сказал, из минусов, ну если можно назвать это минусом, это минусы всех монобрендовых залов. Это отсутствие некоторых, ну, на мой взгляд, все-таки необходимых позиций по оборудованию и присутствие не совсем удачных некоторых образцов. Я не буду сейчас на этом заострять внимание, но некоторые образцы, скажем так, оставляют желать лучшего. Если бы их взяли, допустим, ну пусть даже другой фирмы-производителя, думаю, клиентам было бы все равно, что на них написано. Жим 80, Прекор, Хойст или еще какой-нибудь, или даже плюс Васил. Человеку главное это удобство, чтобы оно было. Потому что ненужный тренажер занимает место, припадает пылью. Это все равно выброшенные деньги. Интересно, что в нашем зале уже тренируются профессиональные клиенты. Клиенты, которые стали профессионалами, выступают на сцене бодибилдинга, пауэрлифтинга и готовят тренера. То есть база тренировочная здесь достаточно хорошая, чтобы воспитать чемпионов. Это хорошо, это, конечно же, огромный плюс. И также есть вот уголок небольшой, сейчас Дима вам покажет, где люди могут в конце порастягиваться, потянуться. Часто также в некоторых непродуманных залах это делают прямо на ковриках между тренажерами, что вызывает массу неудобства. Здесь вот видите, да, 3 человека спокойно размещаются. В принципе, рядом нет свободных весов, то есть нигде блин на голову не упадет. Там тренажер для пресса, там для косых мышц пресса. Люди спокойно могут позаниматься стретчингом, потянуться, просто полежать, расслабиться. Поэтому это тоже мелочь, но которая заслуживает внимания. И, кстати, есть не в каждом клубе. Поэтому... Еще у нас есть большой зал, фитнес-зал, более 50 человек, получается. И вот сейчас, да, подведя итоги по тренажерке, посмотрим еще один аспект и пройдем в зал групповых занятий, правильно? И самая, конечно, Юлина любимая часть клуба, это фитнес-студия, так как она у нас королева, ну не бензоколонки, а королева фитнеса, организатор многих фитнес-конвенций и прочей вот этой вот женской, так сказать, истории. Вот, поэтому это ее стихия, и она вам сейчас немножечко расскажет, что здесь интересного и что здесь хорошего. Здесь можно проводить направления TRX, Fly Stretching. Это авторские направления, и их не во всех залах можно провести. Достаточно фитнес-оборудования, утяжелители, бодибары, медболы. Можно занять место, где можно побоксировать. Фитболы, боссу, степ-аэробика, все присутствует. Также есть профилактор Евминова, где можно оздоравливать спину. Это, кстати, классный элемент, потому что также есть не в каждом клубе и не везде есть специалисты, которые могут на этом нехитром приспособлении, но нужен специалист, который не все могут на нем работать. И для многих клиентов, особенно сейчас, у людей, ну, половина людей с проблемными спинами, штука немаловажная. 100%. Совсем недавно у нас проходил зумба-фестиваль, это танцевальное направление, и зал вмещает более 50 человек. Ну да, зал большой, как вы можете видеть, действительно очень просторный, широкий, высокий, также свежий воздух, хорошие колонки, смотрю, сцена есть для презентера, то есть которого всем хорошо видно, независимо от того, как близко вы находитесь к переднему краю, всем подопечным будет видно своего инструктора. Смотрите, друзья, какая красота. Это же дискотека. Жаль, мы сейчас не можем вам передать те кадры и ту атмосферу, которая царит, когда здесь присутствует человек 20, и все занимаются любимым делом, танцуют, прыгают и веселятся. Но, как можете видеть по обстановке, это впечатляет. Аватары в эфире. Ну что, друзья, ну как бы, ну должны быть недостатки в этом всем, да, Юль? Должны. Смотрите, единственный недостаток, который бывает в таких больших помещениях, это то, что их не всегда можно полностью заполнить. Это вот, кстати, и плюс, и минус больших клубов. То есть помещение огромное, содержать его, строить, как бы это дорого. Но это скорее не минус, это скорее особенность. Это уже как бы проблема маркетологов, которые заняты постоянно заполнением, продвижением именно этих услуг, но, к сожалению, ну, как бы это неизбежно в любом клубе. Есть часы, когда это помещение, уверен, простаивает, или есть часы, где это помещение используется не на полную, там, допустим, вместо 50 человек тут присутствует 5-6 человек. Ну, это особенность. Тем, кто 5-6 человек, это нравится, что им никто не давит как бы на пятки и не дышит в затылок. Ну, для клуба это, конечно же, проблемка, но, опять же, это не проблемка, это вопрос маркетинга, поэтому это такая особенность всех больших фитнес-центров. То есть, с одной стороны, преимущество в размерах, с другой стороны, как и большой дом. За ним надо ухаживать, постоянно поддерживать. Прошу. Но с другой стороны, мы все пережили ковид.
И было время, когда хотелось быть по минимуму, чтобы было людей по минимуму, и это было большим преимуществом нашего клуба, когда было немного людей. И более скажу, что когда мы достигаем определенного пика посещаемости и количества клиентов, мы перестаем продавать карты для того, чтобы было комфортно находиться в клубе и не было большой, там, не было очереди на тренажеры или какой-то слишком большой загруженности. Ну, тут нельзя не согласиться. И, кстати, это очень смелый шаг по поводу приостановки продажи карт. Некоторые в погоне за прибылью не всегда на этот шаг идут. То есть, чем больше, тем лучше, забивают клубы до отказа. Потом начинается недовольство клиентов, отток клиентов, падение качества сервиса. И это, конечно же, плохо. Если руководители этих клубов как бы об этом думают, значит, это дальновидные люди. В принципе, у них все будет хорошо. Пока что все хорошо. Того и желаем. Может быть, вместо тренажерного зала попробуем фитнес? Может быть, и попробуем. Хотя нельзя сказать, что мы его не пробовали. Я еще и провести смогу, если что. Но у вас ботинок нет моего размера. У нас Поэтому будет скоро новая рубрика на канале, помимо тренажерного зала, фитнес-направление. фитнес-направление. Ну, слышали, сделаем. Едем дальше. Еще зашли в одну студию. Очень интересная, как видите, очень огромная. Это Cycle Studio. Здесь даже диджеи иногда играли, насколько я знаю, сопровождали все это действо. Сразу кидается, как это сказать, не в глаза, а в нос, очень свежий прохладный воздух. Мощные колонки висят классные, хороший звук, стробоскопы есть, ничего себе. Атмосферка, я думаю, бомба. И у нас есть направление диско-сайкл, когда вся эта стена включается, как на дискотеке, свет выключается и происходит диско-сайкл. Мы под определенную музыку едем то в горку, то вниз, и здесь меняется мощность, поэтому это прям крутая фитнес-тренировка. Итак, друзья, пришло время подвести итоги нашего обзора фитнес-центра FitHouse на Набережной Победы. Первое, я тут себе набросал небольшие даже заметки. Достоинство – это удобство подъезда к месту, большая, хорошая парковка. Второе – комплексный подход, множество услуг под одной крышей. Это удобно, как показали наши опросы. Перед тем, как сюда прийти, мы со многими поговорили. Здесь есть и мои бывшие клиенты много, и Дима работает, и Юля. То есть большинству клиентов это подходит именно из-за комплексности. Это, наверное, главное преимущество этого клуба. Ну и, естественно, просторные помещения, так как клуб новый, строился уже совсем недавно, поэтому здесь с помещениями, вы сами можете видеть, все в порядке. Теперь, что можно улучшить? Как я уже и говорил ранее про монобрендовость зала, оборудования, можно добавить станков, которые, в принципе, многие фирмы сейчас брендируют и могут покрасить в нужный цвет, или просто здесь черно-желтый, могут черный сервис, который впишется. Некоторые позиции, ну, это как бы на любителя для качков. Но если брать опыт, например, тех же американцев, они постоянно занимаются мониторингом, ездят на выставки и добавляют оборудование, новые образцы, которые более высокотехнологичные. И еще клиентка одна нам недавно также сказала, что вот ей лично не хватает таких вот небольших примочек, мест, как место для того, чтобы поставить бутылку с водой там, или стакан с водой. Именно вот во всем зале, вот, как можно сказать, поскаржилась, что не хватает таких мест, особенно когда наплыв людей. То есть и приходят куда-то ставить на тренажеры, искать эти места. Есть такая фишка, я думаю, в принципе, руководство клуба люди грамотные, эту проблемку, ну даже не проблемка, это такой нюанс, который можно решить, да. То есть во всем остальном, в принципе, все хорошо, вы видели все. Это все не нуждается в дополнительной как бы рекламе, все налицо. Поэтому, Юля, твое слово. Best of the best. Будем работать, будем тренироваться и оздоравливать людей. Спасибо, что были у нас в гостях. Спасибо, что пригласили, спасибо, что позвали. Ждите новых выпусков. Это не последний обзор нашего города. И до новых встреч.